Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас выпечка. Буду ставить булочки. Тут у меня 250 грамм тепленькой водички. Отправляю сюда сахар. 4 столовые ложки сахара. Не любите сильно сладко, положите меньше. Отсюда я возьму 1 столовую ложку сахара. Сюда же отправляю 1 столовую ложку дрожжей. Размешиваю. И отправляю, мы будем ставить опару. Хочу проверить активность дрожжей. Из общей массы беру пару ложек муки. Размешиваем все. Пусть дрожжи работают. Остатки сахара, 3 столовые ложки сахара, отправляю в чашу. Туда же отправляю белок 1 яйца, а желток я оставлю для смазки булочек. В чашу отправляю пол чайной ложки соли и сюда же отправляем масло. 1, 2, 3. Я думаю, этого нам будет достаточно. Размешиваем. Хочу добавить еще чуть-чуть ванильки. Дрожжи начали работать. Не буду ждать, когда поднимется шапкой. Дрожжи хорошо работают, значит рабочие дрожжи. Отправляю опару сюда же в чашу. Все это смешаю. Всыпаю в чашу муку. Здесь у меня полкилограмма муки. Отсюда мы просто забрали 2 ложки для опары. И добавляю чайную ложку разрыхлителя. Вымешиваем тесто. Сначала, как обычно, ложкой переходим к ручкам. Зачищаем стенки чаши и вымешиваем. Подсыпаю слегка стол мукой и вымешивать дальше буду на столе уже. Собираем все крошки и вымешиваем. Тесто нужно вымешивать хорошо. Тесто должно быть комфортным в работе. Оно не должно быть сильно тугим и в то же время не должно плыть. Посмотрите, какое прекрасное тесто у нас получилось. Оно очень комфортное, не забитое мукой тесто и не липнет к рукам. Ни к рукам не липнет, ни к столу не липнет. Все, тесто у нас готово. Смазываю чашу маслицем немножечко. И отправляю тесто на подъем. Я думаю, минут 40-50 нам будет достаточно. Минут через 25-30 обомну 1 раз. Закрываю крышкой и на полчаса забыли про него. Посмотрите, как тесто поднялось. Прекрасно поднялось тесто. Подсыпаю стол мукой немножечко. Посмотрите, тесто дышит прям, пышет. Прекрасное тесто получилось. Тесто разделю на 4 части. Скатаю шарики. Слышите, как лопаются пузырики? Прикрою тесто немножечко, слегка отдохнет. Думала, как формовать булочки. Тут на просторах интернета увидела ролик один. Решила попробовать тоже так же сделать. У автора ролика так все это получалось красиво, легко. Посмотрим, как сможем мы так же сделать или нет. Тут у меня немножечко творожочка. Положила пол-желточка сюда, творог у меня совсем чуть-чуть. Чуть-чуть сахара. Буду с творожочком делать. Не хватит творога, значит с повидлом буду делать. Все это размешиваем. Творог домашний, очень вкусненький. Приступаем к формовке булочек. Раскатаем слегка. Тесто очень комфортное, послушное. Так, оставляю в стороночку. Также поступаю со вторым кружочком. Надеюсь, у нас все получится. С маслицем. Накрываю вторым кружочком. Пусть тесто немножко отдохнет. А мы пока эти кружочки раскатаем. Все то же самое, как с первыми 2. Раскатали. Смазываю маслом. Накрываю вторым кругом. И поменяю местами с первым. Слегка раскатываю.
Придала более-менее прямоугольную форму, смазываю маслом. Делим тесто пополам и сворачиваем. И сворачиваем во вторую половинку. Пока я буду возиться со вторым куском теста, этот рулетик отправлю я в холодильник. То же самое делаем со вторым куском теста. Отправляем тоже в холодильник. Я думаю, минут 20-30 будет достаточно. Вытащила один кусок теста с холодильника. Получили все разного размера, не беда. Кладу начиночку на середину и закрываю второй половиной. И сразу укладываю на противень. Я думаю, начинку можно любую положить. Мне кажется, и сыр можно положить, и повито любое, и джем любой. Все будет вкусненько. Пока мне все нравится. И тесто нравится, и формовка нравится. Посмотрим, какое получится в готовом виде изделие. Творога не хватило буквально на 4 булочки. Будем делать с повидлом. Булочки расстоялись. Тут у меня желточек. Чуть-чуть молочка добавлю. Все размешаю. И смазываем наши булочки. Надеюсь, нам будет вкусненько. Смазали. 2-3 минуты обсохнет маленечко и отправляем в духовку. Духовка у меня уже разогрелась до 180 градусов. Я думаю, где-то минут на 25-30 будет нам достаточно. А вы смотрите по своей духовке. Посмотрите, какие красоточки получились. Не зря мы с вами стряпали, сидели. Внешний вид очень красивый. Они, правда, еще очень-очень горячие. Но мне прям не терпится. Они мягонькие такие. Мы сейчас с вами попробуем одну. И очень горячо, но я попробую поломать. Ой, какое нежное тесто. Прямо оно чувствуется. Пар еще идет горячий. Смотрите, начинки вполне достаточно. Хочу попробовать, не терпится. Получилось очень-очень вкусно. Не приторно сладкие булочки, так как я люблю. Рекомендую попробовать. Тесто самое простое. Ну, хотите это на молоке сделать, пожалуйста, сделайте на молоке. Возможно, это даже будет вкуснее. Хотите слои теста смазывайте растительным маслом, хотите сливочным маслом, хотите вперемешку сливочное масло с растительным маслом. По-любому будет вкусно. Начинку, пожалуйста, любую. Желаю вам на вашей кухне вкусных, удачных рецептов. Готовьте с удовольствием, радуйте своих родных и близких вкусными рецептами. Кушайте с удовольствием, вкусненько и будьте здоровы. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.